2005 год. Это было особое время, которое сейчас кажется далекой историей из учебников, хотя прошло всего-то 20 лет. Тогда дальнобой был совсем другим ремеслом. У нас не было умных телефонов с навигаторами, которые говорят тебе, где повернуть и где стоит камера. Мы ездили по бумажным атласам, которые были затерты до дыр, и по памяти. Связь с домом – это роскошь, доступная только на больших стоянках, где можно купить карточку для таксофона. Это была эпоха настоящих бродяг, запаха солярки и свободы, которая пьянила сильнее любого алкоголя. Мы с моим напарником Витьком чувствовали себя королями этой жизни. Мы были молоды, жадны до денег и абсолютно уверены в том, что с нами ничего плохого случиться просто не может. Витек был уникальным кадром. Знаете такой тип людей, которые могут рассмешить даже камень? Вот это он. Невысокий, плотный, вечно в своей кепке, сдвинутой на затылок, и с улыбкой до ушей. Он не был гениальным механиком. В моторе разбирался постольку-поскольку. Зато за рулем сидел как влитой и мог сутками травить байки, не повторяясь. С ним любой, даже самый тяжелый рейс превращался в приключение. Мы работали в паре уже год, и наш экипаж считался одним из лучших в парке. В тот день, когда все началось, в диспетчерской стоял сизый дым от дешевых сигарет. Начальник автоколонны, хмурый мужик с усами, похожими на щетку для обуви, вызвал нас к себе. На столе лежала карта Скандинавии. Он ткнул толстым пальцем в самую верхнюю точку, туда, где суша обрывается в ледовитый океан. Нордкап, самый север Европы. «Есть заказ», – буркнул он, не поднимая глаз. «Рыбное оборудование. Клиент платит тройную ставку, но сроки горят. Никто не хочет ехать, все боятся прогнозов. Там сейчас зима лютует, полярная ночь. Возьметесь?» Мы с Витьком переглянулись. Тройная ставка в 2005 году – это были сумасшедшие деньги. На них можно было купить подержанную иномарку или закрыть половину ипотеки. В наших головах мгновенно щелкнул калькулятор. Мы даже не подумали о погоде, о том, что наши шины уже прошли 2 сезона, и о том, что опыт зимней Норвегии у нас, мягко говоря, скромный. «Командир, да мы хоть на Луну груз доставим, если там платят твердой валютой», — гаркнул Витек, хлопая ладонью по столу. «Оформляй путевой лист». Мы вышли из кабинета окрыленные. Нам казалось, что мы сорвали джекпот. Если бы мы знали тогда, что подписываем себе приговор, мы бы бежали из этого офиса, не оглядываясь. Но тогда впереди маячили только евро и романтика. Наша машина — красавица Volvo 12-й модели. Темно-синяя кабина, высокая крыша, внутри 2 спальных места, автономная печка, магнитола. Для того времени это был настоящий космический корабль. Мы называли ее «Ласточка». Она никогда нас не подводила, и мы верили в нее, как в самих себя. Подготовка к рейсу напоминала сборы на войну, только веселую. Мы поехали на оптовый рынок закупаться продуктами. Это сейчас на каждой заправке есть кафе и магазин, а тогда мы везли все свое с собой. Мы загрузили в палетный ящик под прицепом 3 коробки тушенки, мешок картошки, макароны, чай, сахар и, конечно, блоки сигарет. «Смотри, сколько добра!» – радовался Витек, запихивая очередную упаковку лапши быстрого приготовления. «Да мы там можем зимовать, если что». Эта фраза потом будет звенеть у меня в ушах, как проклятие. «Зимовать, если что». Тогда это звучало как шутка. Перед выездом мы загнали машину в бокс. Я лично проверил уровни масла, антифриза, тормозной жидкости. Все было в норме. Вольво урчала ровно, как сытый кот. Мы кинули в кузов цепи, тяжелые, ржавые, но надежные. В Норвегии без них делать нечего. Любой подъем станет непреодолимой стеной. В кабину закинули газовую плитку и баллоны к ней. Это был наш стандартный набор. Чайник закипятить, суп сварить. Казалось, мы предусмотрели все. У нас даже была с собой канистра со спиртом. Не для питья, а для тормозной системы, чтобы не перемерзало. Старый шоферский лайфхак. Выезд назначили на раннее утро. Мороз стоял крепкий, градусов 15 ниже нуля, но небо было ясным. Снег скрипел под колесами. Выхлопная труба пускала в небо густые белые облака.
Мы вырулили с базы под песню какой-то модной тогда рок-группы. Настроение боевое. Впереди тысячи километров дороги, новые страны и куча денег в конце пути. На первом же посту ГАИ нас тормознул инспектор. Молодой лейтенант, явно скучающий и желающий к чему-нибудь придраться. Он долго ходил вокруг машины, пинал колеса, проверял документы. «Что везем?» – спросил он, заглядывая в накладные. «Воздух свободы и надежды на светлое будущее», – сходу выдал Витек, высовываясь из окна. «А по документам – железяки для норвежских рыбаков». Лейтенант хмыкнул, но улыбку сдержать не смог. Витек умел расположить к себе любого. Нас отпустили без штрафов и лишних вопросов. «Видал?» – подмигнул мне напарник. «Я же говорю, этот рейс благословенный. Нам даже менты улыбаются». Мы ехали к границе, чувствуя себя неуязвимыми. Машина шла мягко, глотая километры асфальта. В кабине было тепло, пахло кофе и мандаринами, которые Витек чистил прямо на ходу. Мы обсуждали, куда потратим деньги, строили планы на лето, спорили о футболе. Мир за окном проносился мимо нас яркой лентой, и нам казалось, что мы управляем не просто грузовиком, а самой судьбой. Мы были профессионалами, королями трассы, и никто не мог сбить нас с пути. К вечеру мы подъехали к границе. Очередь из фур растянулась на пару километров, но мы знали одну хитрость и встали в тот ряд, который двигался быстрее всего. Все складывалось слишком гладко, идеально, подозрительно идеально. Но наш внутренний голос, который должен был заорать «Остановитесь!», молчал, заглушенный шумом мотора и предвкушением большого куша. Мы пересекли черту, отделяющую привычный мир от суровой северной сказки, даже не подозревая, что захлопнули за собой дверь ловушки. Впереди нас ждала Норвегия, и она уже готовила нам прием, от которого кровь стынет в жилах. Паром, разрезающий черные воды Балтики, напоминал огромный плавучий город. После тесной кабины грузовика, пахнущей соляркой и табаком, этот корабль казался настоящим дворцом. Мы с Витьком, приняв душ и переодевшись в чистое, чувствовали себя белыми людьми. Шведский стол ломился от еды. Красная рыба, мясо, горы салатов, десерты. Мы накладывали полные тарелки, шутили и подмигивали официанткам. Казалось, жизнь удалась. Вокруг гудели водители со всей Европы. Поляки, немцы, финны. Языковой барьер стирался после пары бокалов пенного, и все понимали друг друга на языке жестов и профессионального братства. В курилке мы разговорились с одним старым норвежцем. Это был колоритный дед. Седая борода лопатой, лицо, изрезанное глубокими морщинами, словно карта фьордов, и выцветшие голубые глаза. Он курил трубку, выпуская кольца ароматного дыма. Узнав, куда мы держим путь, старик перестал улыбаться. Он долго смотрел на нас, потом покачал головой и на ломаном английском сказал что-то про «черный перевал». «Зимой там властвуют тролли», – прохрипел он. «Погода меняется быстрее, чем женщина переодевает платье. Лучше подождите весны, парни». Витек громко рассмеялся, хлопнув старика по плечу. «Дед, какие тролли? Мы из России, у нас медведи по улицам ходят. Нас снегом не испугаешь». Норвежец ничего не ответил, только грустно посмотрел на нас, как смотрят на неразумных детей, которые тянут пальцы в розетку. Мы тогда не придали значения его словам. Подумаешь, старик пугает новичков байками, чтобы набить себе цену. Утром паром причалил в Стокгольме. Швеция встретила нас идеальным порядком. Дороги были вычищены до асфальта, разметка горела даже днем. Домики вдоль трассы словно сошли с рождественских открыток. Мы ехали на север, и пейзаж за окном менялся с каждым часом. Леса становились гуще и темнее, горы выше и острее. Цивилизация отступала, машин становилось все меньше, и вскоре мы остались практически одни на бесконечной серой ленте дороги. А потом мы увидели его. Северное сияние. Сначала это были просто бледные зеленые всполохи, но через полчаса все небо полыхало изумрудным огнем. Это было настолько красиво, что мы даже притормозили на обочине. Огромные светящиеся занавески колыхались над головой,
переливаясь от зеленого к фиолетовому. «Магия», — прошептал Витек, завороженно глядя вверх. «Ради такого стоит жить, братан». В тот момент мы чувствовали себя первооткрывателями, покорителями Севера. Эта красота пьянила и усыпляла бдительность. Природа словно заманивала нас в свои объятия, показывая свои лучшие наряды, прежде чем показать зубы. Но сказка закончилась резко. Как только мы пересекли полярный круг, погода испортилась мгновенно. Небо затянуло свинцовыми тучами, и повалил снег. Это был не тот мягкий пушистый снежок, к которому мы привыкли в средней полосе. Это была стена. Ветер швырял ледяную крупу горизонтально. Видимость упала до 10 метров. Дворники не справлялись, намерзая ледяными корками. Мы сбавили скорость, но все равно шли уверенно, полагаясь на мощь нашей ласточки. Километров через 200 мы уперлись в хвост длинной очереди из грузовиков. Впереди мигали оранжевые проблесковые маячки. Дорога была перекрыта шлагбаумом. Полиция и дорожные службы разворачивали всех в отстойники, специальные парковки. «Что там стряслось?» — спросил я по рации у водителя впереди стоящей фуры. «Перевал закрыт. Штормовое предупреждение», — ответил хриплый голос. «Говорят, на 2 суток минимум. Стоим, кукуем». 2 суток. Для нас это была катастрофа. Мы уже посчитали в уме наши деньги, и простой в планы не входил. «Черт, шеф нас сожрет, если мы опоздаем», — нервно постукивал пальцами по рулю Витек. Он достал карту и начал водить по ней пальцем. «Слушай, а помнишь, тот финн на заправке говорил про срезку? Вот она, смотри. Старая лесовозная дорога. Зимник». Зимник — это дорога, которой нет летом. Ее просто накатывают по снегу и льду, когда болота замерзают. На карте она была обозначена тонким пунктиром. «Витек, это риск», — засомневался я. «Там ни связи, ни заправок». «Да брось», — отмахнулся напарник. «Всего 50 километров, и мы выскакиваем уже за перевалом. Сэкономим кучу времени и солярки. Глянь, местные туда ныряют». И действительно, какой-то старый лесовоз, не избавляя хода, свернул с трассы на неприметную дорогу, уходящую в лес. Жадность и самоуверенность перевесили здравый смысл. Мы не хотели стоять 2 дня в очереди, слушая храп соседей. Мы хотели быть первыми, самыми хитрыми, самыми быстрыми. Я включил поворотник и выкрутил руль. Тяжелая машина, скрипнув рессорами, съехала с освещенного шоссе в темноту. Как только свет фонарей остался позади, мир сузился до 2 лучей наших фар, выхватывающих из мрака стволы вековых сосен. Мы еще не знали, что в этот момент пересекли черту, из-за которой возвращаются не все. А через полчаса езды на панели приборов погас значок мобильной сети. Связь пропала окончательно. Теперь мы были одни. Мы еще не знали, что в этот момент пересекли черту, из-за которой возвращаются не все. А через полчаса езды на панели приборов погас значок мобильной сети. Связь пропала окончательно. Теперь мы были одни. Первые километры Зимника показались нам забавным аттракционом, щекочущим нервы. Лес обступил дорогу плотной стеной. Огромные лапы елей, тяжелые от снега, хлестали по зеркалам заднего вида, словно пытаясь нас остановить. Но веселье улетучилось минут через 40. Дорога, если ее вообще можно было так назвать, стала резко сужаться. Колея была глубокой, машину начало швырять из стороны в сторону, как лодку в шторм. Снег под колесами был рыхлым, коварным. Он не держал, а проваливался. Ласточка ревела, вгрызаясь в это белое месиво, но шла все тяжелее. Я чувствовал физически, как напрягается металл, как вибрирует руль в моих руках, передавая дрожь всей 20-тонной махины. Витек притих, вцепившись обеими руками в поручень над дверью. Его нескончаемые шутки закончились. Мы оба понимали одну простую вещь. Если мы здесь встанем, развернуться будет просто негде. Путь был только один — вперед, сквозь эту снежную ловушку. Подъем начался внезапно. Крутой затяжной тягун, покрытый ледяной коркой, которую коварно припорошило свежим снегом. Я моментально подоткнул пониженную передачу и включил блокировку дифференциала. Это такая система, которая заставляет все ведущие колеса грести одновременно, не давая им буксовать по отдельности.
Грузовик, натужно воя дизелем, пополз вверх. Стрелка тахометра плясала в красной зоне, показывая, что мотор работает на пределе своих возможностей. Мы ползли метр за метром, вцепившись глазами в вершину холма, и молились всем известным нам богам дорог. И вот, когда до ровного участка оставалось всего ничего, произошло то, чего в глубине души боится любой водитель-дальнобойщик. Раздался глухой, страшный удар. Словно огромной кувалдой со всего размаху ударили под днищу кабины. Машину дернуло так сильно, что мы чуть не вылетели из кресел, а ремни безопасности больно врезались в грудь. Мотор мгновенно заглох. В кабине воцарилась звенящая, неестественная тишина, от которой закладывало уши. Только ветер злобно свистел за окном, да где-то в недрах машины тихо потрескивал остывающий коллектор. Гидроусилитель руля отключился. Панель приборов вспыхнула гирляндой красных аварийных ламп. «Что это было?» – прошептал Витек, и я услышал, как дрожит его голос. Я не ответил. Дрожащей рукой я повернул ключ зажигания. Стартер щелкнул, но двигатель даже не попытался прокрутиться. Это был клин. Самое страшное слово для механика. Это значило, что внутренности мотора разрушились и намертво застряли. Мы вышли на улицу, чтобы оценить масштаб бедствия. Мороз ударил в лицо, как профессиональный боксер. Казалось, воздух превратился в битое стекло. Вдохнуть было больно, ноздри мгновенно слипались. У нас не было с собой уличного термометра, но любой северянин скажет вам, когда плевок замерзает, не долетая до земли, это ниже 35 градусов. Я поднял кабину, чтобы заглянуть в моторный отсек. Даже в тусклом свете карманного фонарика было видно – дело дрянь. Из блока цилиндров сочилось черное густое масло, а сбоку торчал рваный кусок металла. Рука дружбы. Так мы на шоферском сленге называем ситуацию, когда деталь двигателя пробивает корпус насквозь. Это был финал. Наша мощная, надежная машина за секунду превратилась в груду бесполезного, мертвого железа. Починить такое в полевых условиях невозможно даже летом в гараже. А уж зимой, посреди полярной ночи, без запчастей и инструментов, это был приговор. Мы опустили кабину и молча забрались обратно. Внутри еще сохранялось остаточное тепло от печки, но мы знали, что это ненадолго. Железо на таком морозе вымерзает мгновенно. Эйфория от приключения сменилась липким, холодным страхом, который начал заползать под куртки. Мы остались одни, посреди бесконечного дикого леса, без связи, без возможности двигаться и без шансов, что кто-то случайно проедет мимо по этой забытой Богом дороге. Единственной ниточкой, связывающей нас с жизнью, оставалась автономка. Маленький обогреватель, работающий на солярке независимо от двигателя. Это было наше сердце. Пока оно бьется, мы живы. Я нажал кнопку пуска на пульте. Насос начал тихонько щелкать, закачивая топливо. Загудел вентилятор. Мы затаили дыхание, вслушиваясь в этот звук, как в музыку. И тут, вместо ровного гула, печка издала странный, скрежещущий визг, словно внутри нее что-то оборвалось. Потом чихнуло едким сизым дымом прямо в салон и затихло. Мы переглянулись в полумраке. В расширенных глазах Витька я увидел настоящий, первобытный ужас. Внутри еще сохранялось остаточное тепло от печки, но мы знали, что это ненадолго. Железо на таком морозе вымерзает мгновенно. Эйфория от приключения сменилась липким холодным страхом, который начал заползать под куртки. Мы остались одни, посреди бесконечного дикого леса, без связи, без возможности двигаться и без шансов, что кто-то случайно проедет мимо по этой забытой Богом дороге. Единственной ниточкой, связывающей нас с жизнью, оставалась автономка, маленький обогреватель, работающий на солярке независимо от двигателя. Это было наше сердце, пока оно бьется. Мы живы. Я нажал кнопку пуска на пульте. Насос начал тихонько щелкать, закачивая топливо. Загудел вентилятор. Мы затаили дыхание, вслушиваясь в этот звук, как в музыку. И тут, вместо ровного гула, печка издала странный скрежещущий визг, словно внутри нее что-то оборвалось. Потом чихнуло едким сизым дымом прямо в салон и затихло. Мы переглянулись в полумраке. В расширенных глазах Витька
я увидел настоящий первобытный ужас. Я чуть не вдавил кнопку пуска в пластиковый корпус пульта. Мы смотрели на маленький красный диод, как на икону. Он мигал, показывая ошибку, но потом снова загорелся ровным светом. В недрах кабины, под спальным местом, что-то щелкнуло, и вентилятор снова, хоть и с натугой, завращался. Теплый воздух тонкой струйкой пошел в салон. Мы выдохнули. Это была не победа, но отсрочка. Однако звук работы был неправильным. Печка выла, срываясь на визг, обороты плавали. Я понял причину почти сразу. Наши аккумуляторы. Мы ехали медленно, с включенными на полную мощь фарами и обогревом зеркал, и генератор просто не успевал их заряжать полностью. А теперь, когда основной мотор замолчал навсегда, заряд взять было неоткуда. Печка высасывала последние соки из батарей. Мы стали заложниками простой физики. Дизеля в баке было полно, но без электричества умная электроника просто не могла качать топливо и крутить вентилятор. Наступила первая ночь в ледяном плену. Мы натянули на себя все, что нашли в сумках. По 2 пары штанов, свитеры, рабочие куртки. Витек даже намотал на шею махровое полотенце вместо шарфа. Спать на верхнюю полку лезть не стали. Там, конечно, теплее, так как тепло идет вверх. Но вдвоем там слишком тесно. Сидели внизу, на водительском и пассажирском сиденьях, сгорбившись и спрятав руки в рукава. «Может, пойдем?» — тихо спросил Витек, глядя в черное стекло, за которым выла метель. «До трассы километров 20 назад. Дойдем за ночь, если упремся». «Не дойдем», — жестко отрезал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Ты выходил наружу? Снег уже по пояс. Мы пройдем километр, выбьемся из сил и взмокнем. А потом мороз схватит мокрую одежду, и мы просто сядем в сугроб и уснем навсегда. Пока мы в железной коробке, у нас есть шанс. Стены защищают от ветра. Мы решили провести ревизию припасов. 2 банки тушенки, буханка хлеба, которая уже начала превращаться в камень, пачка чая и немного сахара. Газовая плитка пока работала исправно, и мы согрели воды. Горячий чай обжег горло, и на минуту показалось, что все не так плохо. Мы сидели в полумраке, освещаемом только тусклым светом приборной панели, которую я тут же погасил, выдернув предохранитель, чтобы экономить каждую крупицу энергии. Время тянулось, как густая холодная смола. Мы старались не спать, боясь пропустить свет фар, если вдруг кто-то решит проехать мимо. Но дорога оставалась пустой и черной. Снаружи бушевал белый ад, а внутри нашего маленького мирка становилось все тише. Печка работала все хуже. Поток воздуха слабел, становясь едва теплым. Я понимал, напряжение в сети падает критически. Аккумуляторы умирают. Мы выключили все, что могли, даже рацию, которая все равно молчала и только шипела помехами. Мы сидели в темноте и слушали, как ветер царапает обшивку кабины ледяными когтями. «Знаешь», — вдруг сказал Витек в темноту, «а я ведь матери не позвонил. Думал, доедем до места, куплю местную симку и наберу». «Наберешь еще», — буркнул я, хотя уверенности в этом становилось все меньше. «Вот вытащит нас, первым делом позвонишь». Под утро, когда за окном только-только начала сереть полярная мгла, случилось неизбежное. Вентилятор отопителя сделал последний, жалобный оборот, словно испуская дух, и затих. Ритмичные щелчки топливного насоса прекратились. Наступила абсолютная, звенящая тишина, которая давила на барабанные перепонки сильнее любого шума. Я снова и снова в панике тыкал кнопку пуска, надеясь на чудо. Но пульт лишь безжизненно моргал, сообщая о том, что батареи пусты. Через час температура внутри кабины сравнялась с уличной. Вода в чайнике, который стоял на полу, покрылась коркой льда прямо на глазах. Изо рта шел густой пар, оседая инеем на воротниках. Железные стены кабины мгновенно промерзли и покрылись белым налетом изнутри. Наша крепость пала. Теперь от лютого мороза, который снаружи давил под 40 градусов, нас отделяли только слои одежды и собственная кожа. И самое страшное, я заметил, что Витек, который всю ночь дрожал крупной дрожью, вдруг затих и перестал трястись. Начались вторые сутки нашего заточения. Холод уже перестал быть просто внешним фактором. Он превратился в живое существо, которое сидело рядом с нами,
третьим пассажиром. Он проникал везде. Под термобелье, в ботинки. Даже мысли казались замороженными и медленными. Я понимал, что если мы продолжим просто сидеть и ждать, то станем частью этого ледяного пейзажа уже к вечеру. Витек сидел, обхватив колени руками, и смотрел в одну точку. Его лицо стало пугающе бледным, почти восковым, а губы приобрели синюшный оттенок. Тот факт, что он перестал дрожать, напугал меня больше всего. В медицине это называют стадией глубокого переохлаждения. Организм сдается и перестает бороться за тепло. Нужно было действовать, причем немедленно и радикально. «Вставай, Витя!» — гаркнул я, тряхнув его за плечо. «Нам нужны дрова. Будем скрывать прицеп». Витек посмотрел на меня мутным взглядом, словно не узнавая, но кивнул. Для любого международного перевозчика срыв таможенной пломбы без инспектора – это тяжелейшее преступление. Это конец карьеры, гигантские штрафы, черный список и, возможно, суд. Трос с пломбой – это священная корова, которую трогать нельзя. Но сейчас на кону стояли не деньги и не репутация, а наши жизни. Я достал из ящика с инструментами кусачки. Руки в перчатках не слушались, металл обжигал холодом даже через ткань. Я подошел к задним воротам прицепа. Щелк. Трос упал на снег. В этот момент я почувствовал себя настоящим преступником, мародером, грабящим собственный корабль. Но совести я приказал заткнуться. Мы распахнули ворота. Внутри, в темноте фургона, стояли огромные ящики с тем самым оборудованием. Железо. Бесполезное ледяное железо, которое не согреет. Но ящики стояли на деревянных палетах. Дерево. Сухая, звонкая древесина. Это было наше спасение. У нас не было топора, поэтому мы действовали как варвары. Я взял монтировку и начал со стервенением крушить поддоны прямо в кузове. Щепки летели во все стороны. Это была адская работа. На морозе дерево становится твердым, как камень, а сил у нас почти не осталось. Я работал за двоих, потому что Витек быстро выдохся и просто стоял рядом, держа в руках охапку досок, качаясь от ветра. Мы набрали столько дров, сколько могли унести, и потащили их в кабину. Разводить открытый огонь внутри пластиковой кабины современного грузовика – это безумие. Но выбора не было. Я нашел старое металлическое ведро, в котором мы хранили ветошь, вытряхнул тряпки и поставил его на пол перед пассажирским сиденьем, предварительно убрав коврики. Мы накрошили бумаги из путевых листов, плеснули немного солярки, которую с трудом сцедили из бака, и чиркнули зажигалкой. Пламя вспыхнуло жадно и ярко. Черный жирный дым тут же заполнил маленькое пространство. Мы открыли боковые окна на пару сантиметров, чтобы создать тягу и не угореть. Это был странный, сюрреалистичный быт. Мы сидели в дорогой иномарке, внутри которой горел костер в грязном ведре. Дым выедал глаза, слезы текли ручьем, мы кашляли, но зато пошло тепло. Живое, настоящее тепло. Мы протягивали к огню окоченевшие руки, чувствуя, как боль отступает, сменяясь приятным покалыванием. Казалось, мы отвоевали у зимы еще несколько часов жизни. Я топил снег в кружке, чтобы напоить напарника горячей водой. «Ну как ты, брат?» – спросил я, передавая ему кипяток. «Сейчас согреемся, прорвемся». Витек сделал глоток, но вдруг закашлялся. Это был не тот кашель, что от дыма. Глухой, лающий звук, идущий откуда-то из глубины грудной клетки. Он поднял на меня глаза, и я увидел в них что-то, от чего мне стало страшнее, чем от холода. В его взгляде исчезла искра разума. Исчез тот веселый парень, которого я знал. Там была пустота и безразличие. «А знаешь...» — тихо прохрипел он, глядя не на меня, а сквозь огонь. «Мне совсем не холодно. Тут жарко, как в Ташкенте. Зачем мы печку включили? Выключай, спать мешает». Он начал расстегивать куртку. Я схватил его за руки, пытаясь остановить, но он сопротивлялся с неожиданной для его состояния силой. «Витя, не дури! Это обман, тебе кажется!» — кричал я, застегивая молнию обратно. Но он уже не слушал. Он откинул голову назад, закрыл глаза и улыбнулся какой-то детской, блаженной улыбкой. «Мама пельмени сварила», — прошептал он. «Сейчас поем и спать».
В этот момент я понял, что теряю его. Мой напарник уходил туда, откуда не возвращаются, и я был бессилен удержать его на этом краю. Третьи сутки нашего ледяного плена начались с того, что у нас закончилось топливо для костра. Все, что мы смогли притащить из кузова, превратилось в серую золу на дне ведра. Идти за новой порцией дров сил уже просто не было. Мы стали слишком слабы. Холод высосал из нас всю энергию, а голод добивал остатки воли. Последнюю банку тушенки мы съели еще вчера, разделив ее по-братски до последнего кусочка жира. Теперь у нас оставался только черный хлеб, который промерз настолько, что его невозможно было резать ножом. Мы кололи его монтировкой, как куски гранита, и клали ледяные крошки в рот, пытаясь растопить их языком. Желудок сводило судорогой. Он требовал пищи, но мы могли предложить ему только холодную воду из растопленного снега. Витек слабел прямо на глазах. Если в начале этого кошмара он был источником энергии и шуток, то теперь он превратился в тень самого себя. Его лицо осунулось, глаза запали и блестели нездоровым, лихорадочным блеском. Периоды апатии, когда он просто сидел и смотрел в одну точку, сменялись вспышками пугающей активности. Гипотермия – коварный враг. Она бьет не только по телу, но и по мозгу, отключая инстинкты самосохранения. Ближе к обеду напарник вдруг резко вскочил с сиденья. «Слышишь?» – закричал он, глядя на закрытую дверь. «Парни приехали. Вон, сигналят. Надо выходить, а то уедут без нас». За окном выло только вьюга. Никаких машин, никаких гудков. Только бесконечное белое марево. «Витя, сядь!» Я схватил его за рукав. «Там никого нет. Это ветер». «Пусти!» Он рванулся с неожиданной силой. «Я домой хочу. У меня смена закончилась». Он вцепился в ручку двери и попытался ее открыть. Я понимал. Если он выйдет сейчас на улицу в таком состоянии, он пройдет 10 метров и упадет, чтобы уже никогда не встать. Я навалился на него всем весом, оттаскивая от выхода. Мы боролись в тесной ледяной кабине. Два обессиленных человека, один из которых уже наполовину был в другом мире. Я кое-как усадил его обратно и заблокировал дверь своим телом. К вечеру буря за окном усилилась, а Витек, наоборот, затих. Он больше не рвался наружу, не кричал. Он свернулся калачиком на пассажирском сиденье, подтянув колени к подбородку, и начал тихо рассказывать что-то бессвязное. Он говорил о летней рыбалке, о том, как хорошо клевал карась на утренней зорьке, какая теплая была вода в речке. Он улыбался своим мыслям, и от этой улыбки мне становилось жутко. Я слушал его шепот, и мне самому начинало казаться, что в кабине пахнет не гарью и морозом, а речной тиной и нагретой солнцем травой. Это был опасный момент – поверить в иллюзию тепла. Я щипал себя за щеки, бил ладонями по ногам, чтобы не провалиться в этот сладкий сон. «Знаешь», – вдруг четко и ясно сказал Витек, поворачивая ко мне голову. «Я, пожалуй, вздремну немного. Устал очень. Ты разбуди меня, когда наши приедут». «Спи, брат, спи», – прохрипел я, поправляя на нем куртку. «Набирайся сил». Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Его дыхание, которое до этого вылетало облачками пара, стало ровным и едва заметным. В кабине наступила тишина. Я сидел рядом, стараясь не шевелиться, чтобы сохранить остатки тепла под одеждой. Шли часы. Темнота полярной ночи окутала грузовик плотным саваном. Я периодически окликал напарника, но он не отвечал. «Пусть поспит», — думал я. «Сон лечит». Мое сознание тоже начало мутиться. Грань между реальностью и бредом стиралась. Мне казалось, что мы просто стоим на стоянке под Москвой, и стоит только повернуть ключ, мотор зарычит, и печка наполнит кабину жаром. Под утро меня разбудил холод. Такой лютый, что казалось, будто с меня содрали кожу. Я с трудом разлепил смерзшиеся ресницы. В кабине было светло от лунного света, который пробивался сквозь заиндевевшее стекло. Я посмотрел на Витька. Он сидел в той же позе, не шелохнувшись. На его ресницах и усах лежал толстый слой инея. «Витя!» — позвал я. Голос прозвучал глухо, как из бочки.
Тишина. Я протянул руку и тронул его за плечо. Сквозь толстую ткань пуховика я почувствовал нечто, что заставило мое сердце пропустить удар. Твердость. Нечеловеческую, каменную твердость. Я стянул перчатку и прикоснулся к его щеке. Она была ледяной. Холоднее, чем металл вокруг. Меня отшатнуло назад, я ударился спиной о водительскую дверь. В горле застрял крик, но вместо него вырвался только сиплый хрип. Мой напарник, мой друг, с которым мы делили хлеб и дорогу, ушел. Он перестал бороться и отправился в свой вечный рейс, оставив меня одного в этой железной могиле. И самое страшное было не то, что его больше нет. Самое страшное пришло через секунду, когда до моего замерзающего мозга дошла простая мысль. Теперь я здесь совсем один. Заперт в коробке размером 2 на 2 метра с тем, кто еще вчера был живым человеком, а теперь стал просто ледяной статуей. Я посмотрел в его застывшее лицо, и мне показалось, что он смотрит на меня сквозь закрытые веки, безмолвно спрашивая: «А ты почему еще здесь?» Я не знаю, сколько времени я просидел вот так, не отрывая взгляда от застывшего лица Витька. Час, 2, вечность. Время в этом ледяном склепе потеряло всякий смысл. Страх, который сначала сковал меня ледяными тисками, постепенно сменился тупым, тяжелым безразличием. Мозг отказывался принимать реальность. Мне казалось, что это какая-то глупая, злая шутка. Что сейчас он моргнет, расхохочется, хлопнет меня по плечу и скажет: «Ну что, повелся?» Но он не моргал. Иней на его ресницах становился все гуще, превращаясь в белую маску. Я накрыл его лицо своей запасной курткой. Не потому, что хотел согреть, это было уже бессмысленно, а потому, что не мог выносить этот неподвижный, стеклянный взгляд, устремленный в никуда. Теперь я остался абсолютно один в радиусе сотен километров. Один на один с дикой природой, которая уже забрала мою половину, и теперь терпеливо ждала, когда догорит вторая свеча. В какой-то момент тишина стала настолько плотной, что у меня начались слуховые галлюцинации. Сначала мне показалось, что я слышу далекий низкий гул дизельного мотора. Я встрепенулся, сердце забилось как сумасшедшее. Неужели? Я прижался лицом к ледяному стеклу, пытаясь разглядеть хоть что-то в белой мгле. Но там было пусто. Только ветер и снег. Потом я отчетливо услышал голос Витька. Он спросил меня совсем рядом, над ухом: «Ты чайник поставил?» Я резко обернулся, готовый ответить, но увидел только пустую верхнюю полку и накрытую курткой фигуру на сиденье. «Витя?» – прошептал я дрожащими губами. «Ты здесь?» Ответа не было. Я понял, что начинаю сходить с ума. Холод добирался до мозга, отключая логику и смешивая явь с бредом. Мне захотелось просто лечь рядом, закрыть глаза и раствориться в этом голосе, в этой иллюзии общения. Это было так заманчиво — перестать бороться, перестать чувствовать боль в отмороженных пальцах и просто уснуть. Сладкая теплая дрема начала окутывать сознание мягким одеялом. Я сунул руку в карман штанов, просто машинально, без всякой цели, и пальцы наткнулись на что-то маленькое и гладкое. Зажигалка. Простая газовая зажигалка, желтая, дешевая, которую я купил на сдачу еще в России. Я достал ее. Руки тряслись так сильно, что я едва мог удержать этот кусочек пластика. Я нажал на клапан. Вспыхнул маленький слабый огонек. Желтый лепесток пламени затрепетал на сквозняке. Я смотрел на этот огонь, как завороженный. Это была жизнь, это была энергия. И вдруг в моей затуманенной голове, словно молния, вспыхнула мысль. Я вспомнил старую шоферскую байку, которую слышал еще в автошколе. О том, как выживали водители на северах в советское время, когда ломались их татры и кразы. У меня не было дров. У меня не было угля. Но у меня была машина. А у машины были колеса. Резина. Огромные тяжелые покрышки, в которых заключены киловатты тепловой энергии. Если поджечь колесо, оно будет гореть долго, жарко, и самое главное, оно даст густой, черный, жирный дым. Этот дым на фоне белого снега будет виден за 10, а то и за 20 километров.
Это не просто костер. Это сигнал бедствия, который невозможно не заметить. Это мой последний шанс. Мой черный маяк. Но чтобы это сделать, мне нужно совершить невозможное. Выйти наружу, в этот ад, и в одиночку, будучи полуживым от голода и холода, снять колесо. Я сжал зажигалку в кулаке так, что побелели костяшки. Взгляд упал на прицепное устройство. Запаска. Она висит под рамой. Добраться до нее проще всего. Я понимал, что у меня будет только одна попытка. Если я не смогу открутить гайки, или если зажигалка погаснет на ветру, это конец. Я глубоко вздохнул, собирая в кулак остатки воли, и толкнул примерзшую дверь кабины. Я буквально вывалился из кабины в сугроб. Ноги, затекшие и потерявшие чувствительность за эти дни, подогнулись, и я рухнул лицом прямо в жесткий наст. Снег обжег щеки, словно кислота. Ветер тут же набросился на меня, пытаясь залезть под куртку, выдуть те жалкие остатки тепла, которые я еще хранил. Первой мыслью было остаться лежать здесь. Это казалось таким легким и правильным решением. Просто закрыть глаза и слиться с этим белым безмолвием. Но где-то в глубине сознания, в самой древней части мозга, которая отвечает за выживание, звенел тревожный колокольчик. «Вставай. Если не встанешь сейчас, не встанешь уже никогда». Я зарычал, как раненый зверь, и, опираясь на локти, заставил себя подняться на четвереньки. Моя цель — запасное колесо. Оно висело на раме прицепа, тяжелое, грязное, покрытое коркой льда. Чтобы его снять, нужно было открутить стопорный болт и крутить лебедку. В обычном состоянии это дело 5 минут. А сейчас, когда пальцы не гнулись, а каждое движение отдавалось болью во всем теле, это превратилось в настоящий подвиг Геракла. Я подполз под прицеп. Здесь ветра было меньше, но от промерзшего металла веяло могильным холодом. Я нашел в ящике монтировку. Железо моментально прилипло к перчатке. Я вставил вороток в гнездо лебедки и налег всем весом. Механизм, забитый грязью и льдом, не поддавался. Я плакал от бессилия. Слезы замерзали прямо на ресницах, но продолжал давить. И вдруг раздался громкий щелчок. Лед треснул, и шестерня провернулась. Колесо с глухим стуком упало на снег. Теперь предстояло самое сложное. Оттащить эту 100-килограммовую резиновую глыбу подальше от машины. Жечь ее прямо под прицепом было нельзя. Сгорит и груз, и я вместе с ним. Я уперся плечом в покрышку. Сил не было. Я толкал ее сантиметр за сантиметром, проваливаясь в снег по пояс, задыхаясь от ледяного воздуха, который разрывал легкие. Казалось, я толкаю не колесо, а саму земную ось. Протащив ее метров 10, я упал рядом, хватая ртом воздух. Сердце колотилось где-то в горле, готовое выпрыгнуть наружу. Но останавливаться было нельзя. Чтобы резина загорелась, нужен сильный жар. Просто так от зажигалки она не вспыхнет. Мне нужен был розжиг. Я вернулся к машине, шатаясь от ветра. Открыл топливный бак. Уровень солярки был где-то на дне, рукой не достать. Тогда я сделал то, что в любой другой ситуации назвал бы вандализмом. Я сорвал с себя промасленную жилетку, которую носил поверх куртки, привязал ее к монтировке и опустил в горловину бака. Ткань жадно впитала густое, помутневшее от мороза топливо. Это был мой факел. Я вернулся к колесу. Руки дрожали так сильно, что я боялся выронить зажигалку в снег. Тогда все было бы кончено. Искать ее в сугробе бесполезно. Я сложил пропитанную соляркой жилетку внутрь покрышки. Набил туда же каких-то старых накладных, которые нашел в карманах. Сложил ладони лодочкой, закрывая слабый огонек от ветра, и поднес пламя к промасленной ткани. Секунда. 2. 3. Зажигалка нагрелась и обожгла палец, но я терпел. И вот маленький язычок пламени лизнул ткань. Солярка вспыхнула неохотно, с шипением, но огонь начал разгораться. Желтое пламя поползло вверх, облизывая черную резину. Через 5 минут началось то, ради чего я умирал на этом морозе. Резина занялась. Густой, аспидно-черный жирный дым повалил клубами. Он поднимался вертикально вверх, несмотря на ветер, черной колонной на фоне ослепительно-белого снега и серого неба.
Это был самый грязный, самый вонючий, но самый прекрасный костер в моей жизни. Я сидел рядом, протянув руки к огню, и жадно ловил это ядовитое тепло. Дым ел глаза, я кашлял, выплевывая черную копоть, но мне было плевать. Я чувствовал, как жизнь по капле возвращается в онемевшие пальцы. Этот черный столб был моим криком о помощи, моим последним СОС, отправленным во Вселенную. Его должно было быть видно за десятки километров. Я сидел у костра час, может быть, 2. Я смотрел на огонь и разговаривал с ним, прося только об одном — чтобы кто-нибудь увидел этот знак. Но вокруг была только тишина и бесконечная тундра. Огонь начал слабеть. Резина прогорала, оставляя после себя лишь металлический корд, торчащий из пепла, как скелет. Тепло уходило. Вместе с последними языками пламени угасала и моя надежда. Я понял, что чуда не будет. Небо оставалось пустым, горизонт чистым. Никто не пришел, никто не увидел. Мой черный маяк погас, растворившись в серых сумерках наступающей ночи. Сил возвращаться в кабину почти не осталось, но инстинкт гнал меня обратно в укрытие. Я полз по снегу, уже не чувствуя ни рук, ни ног. Как я забрался внутрь, я не помню. Просто провал в памяти. Очнулся я уже на сиденье, рядом с Витьком. В кабине было так же холодно, как и на улице, только ветра не было. Я закрыл дверь, отрезая себя от мира живых окончательно. Все. Патроны кончились. Бороться больше нечем. Я откинул голову на подголовник и посмотрел на потолок кабины. Странно, но страха больше не было. Было только спокойствие и желание, чтобы все это поскорее закончилось. Я закрыл глаза, готовясь к длинному сну, такому же, как у моего напарника. Сознание начало плыть, унося меня в теплые, мягкие волны, где не было ни боли, ни холода. И в тот самый момент, когда я уже почти перешагнул черту, сквозь вату в ушах пробился звук. Сначала тихий, на грани слышимости, потом все громче и отчетливее. Ритмичный, низкий рокот, не похожий на ветер. Я решил, что это галлюцинация. Последняя, самая яркая вспышка угасающего сознания. Звук нарастал, превращаясь из низкого гула в мощный раскатистый рык. А потом кабину, погруженную во тьму, прорезал ослепительный белый свет. Он бил прямо в лобовое стекло, выжигая сетчатку. Но я даже не зажмурился. Я смотрел на этот свет как на божественное откровение. Дверь, которую я заблокировал изнутри своим телом, рванули с такой силой, что замок хрустнул. В салон ворвался вихрь снега и луч мощного фонаря. «Эй, есть кто живой?» — крикнул голос на английском, но с таким жестким акцентом, что он показался мне родным. Я хотел ответить, закричать «Я здесь!», но вместо крика из горла вырвался только жалкий свист. Язык примерз к небу, губы не слушались. В кабину заглянул человек в огромном красном пуховике, лыжных очках и меховой шапке. Он посветил мне в лицо, потом перевел луч на Витька. На секунду он замер, а потом крикнул кому-то назад. «Сюда! Быстрее! Один тяжелый, второй!» Он запнулся. Второму уже не помочь. Меня вытаскивали из машины, как мешок с картошкой. Ног я не чувствовал. Они волочились по снегу, как чужие. Меня подхватили крепкие руки и понесли к огромным машинам, стоящим на зимнике. Это были не грузовики и не простые джипы. Это были специально подготовленные внедорожники на гигантских колесах низкого давления, похожих на черные пончики. Arctic Trucks – экспедиционные машины, созданные для покорения полюсов. Пока меня укладывали на заднее сиденье и укутывали в термоодеяло из фольги, я услышал разговор спасателей. Один из них показывал рукой в сторону моего догоревшего колеса, от которого остался только проволочный каркас, торчащий из черного пятна на снегу. «Ты посмотри», — говорил он, — «мы ведь почти проехали поворот. Если бы не этот черный след на снегу и запах гари, мы бы ушли на основной маршрут. Этот парень — чертов везунчик». Меня начали активно растирать, дали подышать теплым кислородом из маски. Боль возвращалась лавиной. Когда отмерзают конечности, это неприятно. Это адская мука, словно в вены заливают расплавленный свинец.
Я стонал и выл, кусая губы до крови. Но эта боль была лучшим, что я чувствовал в жизни. Она означала, что я жив. «А друг?» – прошептал я, хватая спасателя за рукав. «Заберите Витю». Мужик снял очки и посмотрел на меня усталыми, добрыми глазами. «Мы заберем его, парень. Обязательно заберем. Но ему уже не больно. Он спит». В этот момент меня накрыла темнота, и я провалился в глубокий спасительный сон, подмерное покачивание машины, идущей по снежной целине. Очнулся я уже в больнице норвежского города Киркенес. Белые стены, писк приборов, запах лекарств. Врачи сказали, что я родился в рубашке. Еще пара часов на том морозе, и спасать было бы некого. Я отделался серьезным обморожением стоп и кистей рук. Врачам пришлось ампутировать мне 2 пальца на левой ноге и мизинец на правой руке. Но это была ничтожная плата за жизнь. Позже ко мне пришел полицейский с переводчиком. Они рассказали, как все произошло. Оказывается, та экспедиция на джипах сбилась с курса из-за метели. Они случайно выехали на старый зимник и увидели мой черный маяк, след копоти на снегу, который остался от сожженного колеса. Моя отчаянная попытка, тот последний рывок, когда я полз под прицеп, действительно спас мне жизнь. Витька привезли домой в закрытом цинковом ящике. Я не смог быть на прощании. Сам еще валялся в бинтах в больнице. Но потом, когда вернулся, первым делом поехал к нему. Стоял у свежего холмика, смотрел на фотографию, где он улыбается в своей кепке, и плакал. Не от жалости, а от злости на нашу глупость, на жадность, на то, что мы возомнили себя королями природы. С тех пор прошло 20 лет. Я все еще в профессии, кручу баранку, но больше никогда, слышите, никогда не выезжаю в рейс, если прогноз погоды вызывает хоть малейшее сомнение. И я никогда больше не был в Норвегии. Та красота, которая убила моего друга и чуть не забрала меня, навсегда осталась в моей памяти как предостережение. Эта история не просто байка дальнобойщика. Это урок, написанный на ледяном листе кровью и соляркой. Горы и север не прощают ошибок. Им плевать на ваши планы, на ваши кредиты и на вашу уверенность в себе. Они уважают только тех, кто уважает их. Помните об этом, когда в следующий раз решите срезать путь или проигнорировать штормовое предупреждение. Лучше потерять деньги, чем потерять себя в белом безмолвии. Берегите себя, мужики. И пусть на вашем пути всегда встречаются ангелы, даже если они выглядят как бородатые мужики на грязных джипах.